Всем привет! Я решила снять небольшой обзор на маркеры Хамелеон. Ссылка на официальный сайт в описании. Мне посчастливилось их приобрести на фестивале в Италии. Думаю, их можно и в интернете купить, но я больше не могла откладывать покупку новых материалов для рисования, впрочем, как всегда. И поэтому решила закупиться на фестивале, да, почему бы и нет. Вообще, я довольно давно видела рекламу этих маркеров, уже тогда они меня заинтересовали, потому что имеют одну особенность, которой нет у других брендов, ну, по крайней мере, я о них не слышала. Маркеры спиртовые, не скажу, что очень дешевые, скорее средней категории, понятно, дешевле тех же копиков, но все равно не для всех, скажем так. Вот. И фишка Хамелеона в том, что каждый маркер в себе содержит 3 отсека, один из которых блендер или же растворитель, который позволяет на время осветлить маркер. Другими словами, в одном маркере содержится градиент от прозрачного до насыщенного цвета. У меня набор состоит из 20 цветных маркеров, блендера и двустороннего линера. Плюс я докупала еще 2 цвета, бежевый и теплый серый. Да, вот так. Кроме того, в коробке находится подробная инструкция с описанием использования. Я сделала выкраску хамелеонов, цвета яркие и достаточно пигментированные, что хорошо, при том, что их буквально за 10 секунд можно осветлить. По сравнению с другими маркерами, эти довольно большие, раза в 1,5 больше копиков, например. Ну и вообще в руке ощущается как такая огромная палка. Вот. Поначалу не особо удобно, но к этому можно привыкнуть. Как я уже говорила, они имеют 3 отсека: кисть, тонкий наконечник и растворитель. Хочу заметить, что кисть по ощущениям жестче, чем у других фирм, вот, но в принципе это опять же не особо минус. Чтобы сделать градиент, нужно соединить наконечник маркера с растворителем, поставить маркер вертикально и подождать от 5 до 30 секунд. Чем дольше они соприкасаются, тем длиннее выкраска, что в принципе логично. Теперь расскажу немного о своих ощущениях после рисования хамелеонами. В общем, впечатление хорошее, покрытие мягкое и гладкое, маркер не полосит, цвета на крышках соответствуют реальным выкраскам, что в принципе тоже хорошо, потому что иногда цвета абсолютно не совпадают, и это очень раздражает. Маркер чаще всего не просачивается через бумагу, то есть если использовать специальные скетчбуки для маркеров и подкладывать что-нибудь под низ, то вообще все прекрасно будет. Если не накладывать много слоев на одно место, как это делаю я, как всегда, то все будет окей. Смешиваются маркеры неплохо, но для верности я все равно использую блендер, который позволяет добиться наиболее мягкого перехода. Вот, но не обошлось без минусов, незначительных, но все равно. У многих, в том числе и у меня, вызывают вопросы размер маркеров, уж больно они большие, как я уже говорила. После частого осветления маркер уже не хочет осветляться, ему нужно время, чтобы восстановиться окончательно, и тогда можно его будет опять же осветлить. Но в процессе рисования, когда ты увлекаешься, это мешает. У блендера уже после всего 2 нарисованных иллюстраций загрязнился кончик, хотя удивительно, это не повлияло на цвет, то есть он не окрасился и все работает нормально, но просто сам вид блендера уже не такой, так сказать, презентабельный. Если долго рисовать маркером, его кончик размахрится, страшное слово, но то есть немного потеряет форму, да. Опять же, после перерыва все снова будет хорошо, но этот перерыв тоже нужно делать как бы. Еще раз повторюсь, что ни разу не пожалела об этом приобретении. И в принципе, опять же, общее впечатление о маркерах очень-очень хорошее. Надеюсь, видео было информативным и полезным, так что спасибо за просмотр.